Что ты такое? Скелета-шахтер. Обожаю. Встречайте. Всем привет, с вами Наташа Берсик, и это рубрика «Новости Monster High». Вообще, я так подумала, здорово, что новостей настолько много, что их хватает на отдельную рубрику, поэтому ставьте лайк, пристегивайте ремни, усаживайтесь поудобней и давайте начинать. Давайте окунаться во множество монструозных новостей. Начнем сегодня с моей любимицы Claudine. Она вышла в серии Holiday и поступила в продажу на сайте Mattel Creations по цене $45. У нее такой роскошный, гламурный образ. У меня он ассоциируется с модой золотого века Голливуда. А украшение на голове с актрисой Хэдди Ламар. Кстати, в сети появилось фото прототипа этой куклы. Образ немножко отличается от финальной версии. В том числе на голове бант, а не золотое украшение. Вообще, финальная кукла очень красивая. По крайней мере, на этих промо-фотографиях. В то время как на фото в коробке становится понятно, что нам стоит ожидать на самом деле. И живые фото это, к сожалению, подтвердили. На них Claudine лупоглазый хомячок. И, кстати, Claudine из первого поколения часто выглядела примерно так же. В сети эту куклу ругают просто, на чем свет стоит. Но я ее все равно заказала. Я слишком люблю Claudine, чтобы пропустить этот, пусть и не идеальный, выпуск. А может, мне еще и с печатью повезет. В свою очередь, Skeleton Holiday тоже замечена в продаже на полках магазина Walmart. На нее я возлагала большие надежды, а получилось что-то темное и не очень впечатляющее. Мне нравится только коробка и ободок на голове. На лице куклы какая-то непривычная серая дымка, этакая скелета-шахтер, а верхняя часть платья у многих ассоциируется с губкой с стальной нитью. Ох уж эти сравнения коллекционеров. Обожаю. В общем, кукла прошла мимо меня, хотя я сомневалась. Рассказывайте, стали ли вы приобретать? Кто из вас все-таки проведет ближайший Хэллоуин и День мертвых в компании с этой скелетой? Подружки Дракулаура и Claudine вышли в пижамном сете под названием Creepover Party. Куклы идут в комплекте с мебелью для спальни, причем очень похожая мебель уже выпускалась в отдельном игровом наборе «Спальня Claudine», но без кукол. Теперь в комплекте две куклы. Дракулаура как будто пришла к Claudine на ночевку. Причем Claudine будет спать в своей кровати, а Дракулаура в спальнике, который не выглядит слишком уютным. Стоит отметить, что Claudine и Дракулаура уже второй раз выпускаются в этой коллекции, ранее в других образах и без плейсетов. А на этот раз Claudine очаровашка с двумя хвостиками. По-моему, они ей очень идут. А вот Дракулаура получилась не такой удачной. Она буквально стала мемом из-за слишком высокого лба без челки. Стоимость этого сета на сайте Sam's Club $69.98. Немало для игрового сета. И вообще, Sam's Club, что ты такое? У сета кукол-веркошек третьего поколения под названием His Fits появились качественные промо-фото. Он продается за $75. Торалей, Мелодия и Пурсифона – участницы рок-группы, и они идут в комплекте с гитарами и множеством других аксессуаров. Вроде бы неплохо, и куклы приятные, но мне не нравится сочетание цветов и то, что у кукол длинные волосы. В мультфильме в похожей одежде у них короткие волосы. Точнее, у Пурсифоны каре, а у Мелодии волосы убраны в прическу. Мне нравятся цепи и объемные накладки в образе Торалей, но в общем и в целом настроение кукол в сете совсем не то, что было раньше. Где хотя бы нотка стервозности? Лицо новой Мелодии «Дайте молочко, пожалуйста». В то время как раньше было «Buy me product», «Balenciaga», если что, звучок из тренда. Следующая новинка – это Дракулаура Vampire Heart, и, по-моему, это просто шедевр. Но почему я ее не купила? Дело в том, что у меня сложные отношения с Дракулаурой. Ранее я уже пропустила ее легендарный коллекционный выпуск «Большую куклу с нестандартной рисовкой». И сейчас пропускаю, потому что готика – это не совсем моя эстетика, но кукла, повторюсь, очень красивая и детализированная. Да, форма ее юбки немножко напоминает бабу на чайнике, но мне все равно нравится. Нравится, как сквозь нее видны ножки куклы. Да и в целом в ее образе так много интересных деталей, которые хочется рассмотреть. Взять хотя бы украшение на голове. Это же сердце вампира. А весь ее образ — это как раз переосмысление сюжета Frights Camera Action, если бы она все же оказалась королевой вампиров и приняла участие в коронации. Ну и самое приятное, что вживую кукла выглядит также роскошно. Новинка стоит $100, что вполне оправдано за такую красоту. Хвастайтесь в комментариях, кому удалось приобрести эту готессу. Кстати, сейчас на бусте разыгрываются мрачные черно-белые куколки Shadow High. Принять участие в розыгрыше и заодно поддержать канал можно по ссылке в описании. Спасибо огромное всем бустерам. Ну а сегодня отдельный привет и благодарность улетают Кошо.
Помните, нам обещали обновить базовых персонажей третьей волны. Уже можно посмотреть на нескольких кукол, которые выйдут весной. У меня немного создается ощущение работы над ошибками, как будто все стерли ластиком и создают по новой. По крайней мере, в случае с Клодин преображение удачное. Мне нравится, что у новой преимущественно каштановый цвет волос. Образ стильный, но к сочетанию цветов все еще есть вопросики. Далее Дракулаура, тоже стильная штучка, и, наконец, в шляпе, о которой мы грезили еще со времен, когда нам показали первый прототип. Не могу сказать, что первая базовая Дракулаура была хуже, но новая мне тоже очень нравится. Нравится ее темная помада, пышные рукава и черные колготки в сетку. Кажется, я превращаюсь в коллекционера Дракулаур третьего поколения. Коллекционную причем мне не надо, а новая базовая — моя остановочка. Ну и, кстати, обновленная Фрэнки мне даже начала нравиться, хотя у меня с Фрэнки в третьем поколении все сложно. Здесь точно провели достойную работу над ошибками. У куклы очень красивое лицо с черной помадой на губах. Еще бы убрать все разноцветные аксессуары, и было бы идеально. Кстати, в этой серии также ожидаются Лагуна, Клео, Венера, Спектра и Кэти. После увиденного возлагаю на них большие надежды. Ну что, готовы увидеть актеров лайв-мюзикла Monster High? Встречайте! Мне кажется, на их фоне актеры из мюзикла Nickelodeon уже выглядят мило и достаточно подходяще. Что скажете? Ладно, я согласна, что актеры из детских спектаклей Monster High всегда выглядели своеобразно. Но они хотя бы были в едином стиле, что ли. А тут все разные. Кстати, несмотря на то, что к премьере мюзикла уже все было готово, даже продавались билеты, его в итоге отменили в связи с некими непредвиденными обстоятельствами. Кстати, на этих фотографиях можно рассмотреть других персонажей, в том числе Лагуну и Эбби. На самом деле жаль актеров и всех, кто готовил этот проект, который в итоге не реализовался. А вот премьера второй части фильма-мюзикла Monster High состоится по плану 5 октября. В сети появились анимированные постеры с героями и расширенный трейлер. Мне неловко это произносить, но, по-моему, стало лучше, чем в первой части, как считаете? Либо я просто уже привыкла к героям, и после актеров лайв-экшн спектакля мне видится все в лучшем свете. Но в любом случае мне очень нравится энергетика Торы в фильме и актриса, которая ее играет. Настоящее чудо произошло с одним из американцев, который заказал себе машинку Hot Wheels, а ему вместо этого приехала Spectra Hunt Couture Midnight Runway, которая даже еще не поступила в официальную продажу. Предприимчивый мужчина сразу выставил эту куклу на аукцион на eBay. Ну а пришла она к нему в коробке гробики с рельефными цепями и кандалами. Грустный кот в углу на фото, наверное, ждал машинку, а не вот это вот все. Ее пышные ресницы выделяются в отверстиях ее маски, а волосы выглядят жирными, вероятно, из-за какого-то укладочного средства. Кто ждет эту Спектру? И, кстати, в этой линейке нам обещали еще 2 кукол до конца этого года. У меня есть подозрение, что одна из этих кукол — это оперетта, так как в сети появились туфли со скрипичным ключом. Чисто ее эстетика. Помните, мы с вами фантазировали, обувь каких персонажей еще стоит выпустить компании Why Are You Shoes? И в итоге они реально отдали дань уважения очень многим персонажам. И это босоножки с бинтами в стиле Клео, вьетнамки на очень высокой платформе в стиле Лагуны, есть даже белоснежные унты в стиле моей любимой Эбби. Готические черные сапоги с очаровательными бантиками в стиле Элизабет. И еще одна обувь в стиле Дракулауры. Причем это обувь от Дракулауры из коллекции Ultimate Secrets. Пишите в комментах, на какую обувь положили глаз. Выйдет игровой набор Fantastic Road Trip с Дракулаурой и Клодин в автомобиле. Все мы немного устали от этих 2 героинь, и почему-то их снова добавили к машине, которая ранее выпускалась без кукол. Но уже на той коробке на арте были Дракулаура и Клодин. Сейчас арт обновили, и теперь он авторства Дарко Дарк. Кстати, я заметила, что многим работы Дарка не нравятся из-за чрезмерного гламурного блеска и сияния. Я даже с этим немножко согласна, но интересно послушать ваши мнение в комментариях. Кстати, этот арт с коробки сета из 3 бюджетных базовых Monster High третьего поколения. Напоминаю, что раньше эти куклы продавались по отдельности. В свою очередь, серия кукол с коллектор номинирована в рамках премии «Игрушка года 2023» в категории коллекционирования. А у Лагуны Scaradise Island появилась фотография в коробке с игровым набором. Возможно, это особенность цветокоррекции, но здесь у Лагуны довольно светлый скинтон. А еще я заметила, что на арте ее юбка с высокой посадкой в
отличие от куклы. Также появились живые фотографии лагуны Фэн-Си, самая пестрая рыбка за последнее время. У нее очень яркие, буквально желтые волосы. Слишком много принтов в образе и на коробке. Эбби на фоне смотрит на нее с неодобрением. Кстати, вышел музыкальный видеоклип «Эбби». Сам трек меня не зацепил, а самый популярный момент в клипе — это встреча с хитом «Ладонь к ладони». В свою очередь в аккаунте художницы Мин Там Нгуен появилось фото, на котором увидели некую Фрэнки и заподозрили, что это та самая Фрэнки Off-White. Но многим, в том числе мне, она напомнила Фрэнки Гулс Рул. Также стало известно, что предстоящая коллекционная Фрэнки будет называться Stitched in Style, и на Amazon появилось ее описание. Ну а Клео из набора Boo Jeweled Beauty Case на живых фото очень красивая. И саркофаг в комплекте обалденный. Причем похожий рельеф есть и на каблуках ее обуви. Согласитесь, иногда игровушки лучше коллекционок. И вишенка на торте — это шариковые ручки Monster High в образе героинь 3-го поколения. Причем позы у кукол точно такие же, как у ручек 1-го поколения, которые, к слову, выглядели лучше и даже были похожи на мини-кукол. Новые выглядят как подделки, и даже есть те, кто сомневается, что это настоящий релиз, а не фейк. И на сегодня это все новости. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте поддерживать рубрику лайком. Напишите в комментах, какая кукла из выпуска вам понравилась, кого вы приобрели, кого вы планируете приобрести. И мы все замерли в ожидании предстоящих новинок. Off-White, коллекционная Фрэнки, Хант Кутюр. Нам будет на что посмотреть, поэтому не переключайтесь, подписывайтесь на канал, активируйте колокольчик. Я желаю всем нам классных новинок, задорного коллекционного настроения и вдохновения. И до встречи в следующих видео. Всем пока-пока!